Бренд Masterpiece начинался как бренд бижутерии. Это тот случай, когда бизнес вырос из хобби. Я совершенно не планировала коммерциализировать свое увлечение, и даже, в принципе, не представляла, что когда-нибудь окажусь в эпицентре модной индустрии. Случайно с легкой руки Евелины Хромченко, подарившей мне грант на участие сначала в Российской неделе моды, я за 2 недели сделала бренд. Оказалось, что такой попутный ветер мне всячески помогал. Я сама не заметила, как за 1,5 года мы уже были в России во всех самых модных магазинах, в Цветном, в ЦУМе. Аппетиты мои росли, я решила попробовать себя в продажах за границей. Тогда у нас еще были очень хорошие отношения с Америкой. Я поучаствовала в Нью-Йоркской неделе моды. Тут же скауты из агентства по молодым талантам, по новым брендам обратились ко мне с предложением заняться американским рынком. И, в общем, так получилось, что за 2,5 года бренд от каких-то браслетиков на коленке у меня дома вырос до бизнеса, который оборот был тогда почти что там, $800 000 в год, и мы продавались на Net-a-Porter, на всех больших онлайн-площадках и офлайн, пока мода на бижутерию где-то в 2014-2015 году резко не пошла на спад. Я просто задала себе вопрос, каких брендов, где меньше конкуренции. Я поняла, что в резортном байинге меньше конкуренции, чем в контемпори, и решила попробовать сделать одну коллекцию. Как раз было лето, это было в 2018 году. После 3 лет поисков и всяких проб, ошибок, построения производства, и сразу же получилась, коллекция была такая романтическая, посвящена так или иначе творчеству Шекспира. Все, съемка была тоже эффектная, и байеры как-то пришли, обратили внимание и сразу произвели какие-то закупки, и у меня вот выросли крылья, я поняла, что наконец-то после своих обручей что-то у меня получилось сделать, то, что вот всем нравится. У меня есть фишка бренда, который я считаю, так во главе угла я ее ставлю. Мы делаем платья таким образом, чтобы они садились на максимальное количество фигур и не были очень не были в рамках одного размера. То есть у нас практически везде есть какие-то резиночки, завязочки, которые позволяют вещь посадить на S и на M, там, на M и на L. И это тебе дает как бы больше шансов, что на человеке это сядет хорошо. То есть у нас мало корсетных изделий, каких-то вещей с очень четко посаженной талией. Именно по той причине, чтобы было меньше возвратов. Безусловно, в том виде, как бренд существовал до пандемии, наша основная аудитория была категория девушек, которые очень любят море и ездят отдыхать 5-6 раз в год. Много фотографируются во всяких туниках на Мальдивских и других островах. И, может быть, глобально, если взять от всего объема потребителей моды, это не небольшой сегмент, но зато очень легко выявляемый. То есть понятно, как этого человека найти, обнаружить и что-то ему показать. Интуитивно, то есть у нас не было своего ритейла вообще. То есть через Инстаграм у нас продавалось, 3 вещи в месяц. И более того, для того типа развития, для того вектора развития, который у меня был до пандемии, когда мы полагались на покупки магазинов, бренд работал в основном бизнес-то-бизнес, и прямых отношений с клиентом у нас не было, у нас были отношения с байерами. Буквально за 2 месяца до пандемии, благодаря
моим друзьям из бренда Ушатава как-то стала думать о том, чтобы создать специальную коллекцию для российского рынка. Продукт тогда для России, для продаж через социальные сети у нас был дороговат, потому что средняя вещь в магазине Masterpiece стоит 600 евро. Вещи за эти деньги достаточно тяжело продавать как-то массово и валово через Инстаграм. И я стала думать о том, чтобы создать линию немножко дешевле, там, скажем, в 2 раза дешевле, и сосредоточиться на продаже в Инстаграме и каких-то собственного канала продаж. Дело это все было в январе. К февралю мы стали делать первые шаги в таргетинге, в создании хоть какого-то интернет-магазина собственного. Потом началась пандемия, и, видимо, уже наступили первые результаты. То есть в марте, когда все закрылось, у нас что-то стало продаваться через Инстаграм. Это очень меня так окрылило. Я поняла, что жизнь сейчас не закончится, что марка может выжить, что я смогу не распустить цех, не распустить офис, пандемический вот этот кризис. У нас его глобально не случилось, а случился даже какой-то расцвет и подъем. Большие ритейлеры не отказались от своих заказов. Мы осуществили все экспортные покупки, все экспортные поставки, которые были сделаны в январе, только в самом начале коронавируса. И надо сказать, что большие бренды, такие как Farfetch, Browns, Fashion и многие другие, Harvey Nichols, поддержали таких малышей, как мы, и не стали отказываться от своих заказов. Плюс нам удалось, то есть я решила, что просто снижу цены в 2 раза для того, чтобы собрать на первую зарплату, на вторую зарплату деньги для людей, которые у меня работали, достаточно много, человек 30 нас трудится. Сделала такое объявление в Инстаграме, и очень многие люди поддержали. Я сказала, что вот на новую коллекцию 50% скидка, и не корысти ради, а вот для того, чтобы бренд мог как-то выживать. И было очень много заказов. Мы не только окупались, но и выходили немножко из нуля. Вот эти месяцы карантина мы научились что-то продавать через социальные сети. Сначала по одной вещи в день, потом по 2. И, конечно, мы не превратились в большого онлайн-ритейлера, но тем не менее каждый день понемножку продвигается вот эта вот сфера продаж business to client. Вообще в русской моде все любят так вот плакать и говорить, как вообще тяжело и сколько непреодолимых трудностей. Я считаю, что это все ограничивающее убеждение. Я не сталкивалась ни с какими трудностями в производстве. Да, у меня не было никакого опыта в создании вообще цеха шитья, и я понимала, что бесполезно это все делать на основе своего опыта, потому что его нет. И я просто меняла начальников производств до того момента, пока нашла комфортного по духу себе человека. И, честно говоря, не вникала. Я такой человек делегирования, я не люблю вникать вообще ни в какие бытовые вопросы. Я не делаю это дома и не делаю это на работе. В тот момент, когда кадровый вопрос был решен, цех как-то построился сам собой и растет. Сейчас у нас 8 портных. Большие заказы мы отдаем на аутсорс, на большее производство. Такие небольшие и то, что называется экспериментальные, то есть когда ты готовишь коллекцию, мы делаем у себя, клиентские заказы делаем у себя, маленькие партии, скажем, для российского рынка или для собственного интернет-магазина делаем у себя. Есть такое мнение, что и я видела это своими глазами, какой-то момент была просто мода на все русское и восточноевропейское, и на этой волне все обожали, скажем, Гошу Рубчинского, в какой-то момент Ульяну Сергеенко.
Но на каком-то этническом тренде, конечно, долго на этом коньке скакать нельзя. Для этого быть человеком широкого кругозора и потреблять большое количество такого международного контента. Я сейчас говорю и про прессу, связанную с модой, и про блогеров, и про бизнес, фэшн там глобально, но и также еще и про современное искусство, там, не знаю, архитектуру, театр. Мне кажется, для того, чтобы продаваться как бы за границей, надо все равно понять, кому, с кем ты разговариваешь, с кем диалог. Вот в моем случае, например, я выстраивала диалог с, в первую очередь, наш самый большой рынок – это Великобритания, потому что, во-первых, это Лондон очень интернациональный город с большим потоком туризма. Живут там люди со всего мира, космополитичные. Плохая погода, людям хочется выезжать по возможности финансовой как можно чаще на какие-то юга. И я понимала, что это мой рынок, и очень туда целилась. И, например, в какой-то момент все наши фабрики, с которыми мы работали по тканям, это были английские фабрики. И это тоже как бы помогало в том, чтобы быстрее занять свою маленькую нишу на рынке. Также, например, мне очень хотелось продавать вещи в Арабии, но я не понимала, как они одеваются, куда, когда. И я один раз провела чудесный уикенд, сидя в Каннах в самый разгар сезона на веранде отеля «Маджестик», где в этот момент гостило какое-то огромное количество невероятно нарядных арабских девушек, которым вне страны не обязательно носить хиджаб. Я, честно говоря, в приятном смысле слова просто обалдела от их женственности, от умения вот сочетать цвета, то, как это смотрится на оливковой коже с густыми волосами. Я просто 2 дня сидела и что-то себе зарисовывала, записывала, поняла какие-то предпочтения, в том числе и по цветам, по фасонам, особенности фигуры, и включила целый блок в коллекцию перед показом в Париже, перед неделей моды в Париже, целый блок, когда я ориентировалась именно на девушек из Арабии. И получилось. И, то есть, мне кажется, надо четко понимать, кому ты это собираешься показывать и продавать. Не делать, самая, мне кажется, большая ошибка – это делать для всех и делать для себя. У меня есть мечта сделать детскую линию, Masterpiece, то есть мы шьем детские платья, но в основном просто дарим их нашим постоянным клиентам, но у меня есть мечта делать платья для растить аудиторию свою с самого маленького возраста. И, может быть, мы как раз, это будет для меня повод сделать детский бренд Masterpiece или сделать, например, там аутлет, постоянный sample sale, потому что я считаю, что есть большое количество девушек, которые за 25 тысяч платья купить не могут, а там за 10 могут себе позволить, и надо давать им такую возможность. И вот как раз такой постоянный аутлет мог бы добавить нам дополнительную категорию потребителей. У нас нет никаких российских тканей. Может быть, если они есть, я о них не знаю. Я сейчас не говорю о печати на всяких там основах, которые, по моему опыту, до сих пор не проработаны в России, и ничего темного печатать нельзя. Сложно печататься на натуральных тканях, очень любительски и дорого. Несмотря на то, что мы работали со всеми крупными производствами по печати в России, надо сказать, толка из этого не вышло. Кроме того, у меня не очень получается найти в России тех дизайнеров по ткани, которые умеют делать грамотно собственные принты. Школа это, видимо, потеряна, потому что
со времен Агит, ситца и Агит шелка, который я однажды видела в музее и подумала, какие же были гениальные промдизайнеры в Советском Союзе. Видимо, мы потеряли индустрию, потеряли игроков этой индустрии, и надо, конечно же, ее восстанавливать, потому что исторический опыт есть, все это в Советском Союзе было, и это бы сильно помогло, потому что так мне надо потратить время на доставку сюда, десятки каких-то логистических ухищрений, таможни, и, конечно, это удорожает сильно все. Вот единственное, что мне не хватает, это российских производителей ткани. Вот.